25 января 2020 года. На пьедестале чемпионата Европы ТЩК. Лихая троица учениц Этери Тутберидзе. Кто бы мог подумать, что пройдет всего полгода, и из 3 юных звездочек в команде Тутберидзе останется только Щербакова. А Т и К, Трусова и Косторная, обе уйдут к другому тренеру. Но так случилось. И сегодня одна из них, Александра Трусова, героиня эксклюзивного документального проекта на Матч ТВ. Александра не особенно любит давать интервью. Категорически не любит, когда вокруг нее суетятся съемочные группы. Для нас сделала исключение. Посмотрев наш фильм, вы поймете, что это за девчонка и почему Александра именно сейчас решилась принять такое важное для своей карьеры решение. Февраль 2018 года. Самая мощная и эмоциональная битва зимней Олимпиады. Произвольная программа в женском фигурном катании. Чемпионку Загитову от серебряного призера Медведевой в итоге отделяют незаметные 1,5 балла. Страсти кипят. Весь март соцсети и ток-шоу грызутся, выясняя, какая из россиянок более достойна олимпийского золота. Но внимание профессионалов фигурного катания в это время уже сосредоточено на другом. Через 2 недели после Олимпиады на юниорском чемпионате мира 13-летняя русская девочка Саша Трусова первой в мире исполняет 2 четверных прыжка в одной программе. Четверные прыжки – это действительно очень ярко, это действительно человечек маленький, который просто влетел ракетой в спорт и показал то, что до нее не показывал никто. Да, ее так и называют в мире фигурного катания – русская ракета Александра Трусова. Когда я впервые услышала эту новость, первые мои мысли были, что вау. Для меня это был, да, действительно шок, это был прорыв, это была сенсация. Действительно мировая сенсация. Это очень круто. Это просто очень здорово. И Саше огромное спасибо, что она действительно толкнула женское фигурное катание. 225 тіл і 52 точки. Споту займе временно по месту. Тот день раз и навсегда перевернул историю мирового фигурного катания. А дальше больше. К концу 2019 года Трусова освоила и чисто приземлила на соревнованиях уже 4 разных четверных. Ей принадлежит фантастический мировой рекорд по сумме баллов в произвольной программе. То, что еще вчера казалось нереальным, Саша делает очень легко. Со стороны это выглядит даже как-то обыденно. И в этом вся Александра. То, что для других цель всей жизни, для нее очередной и далеко не самый главный рубеж. Первый, конечно, я когда прыгнула, это прям было очень мне... Я очень была рада, и что вот я такое сделала. Вот. Ну, а следующие уже были как бы еще один. Легче. С весны 2016-го Трусова каталась в группе Этери Тутберидзе. Но в мае, 6 мая 2020-го, так же спокойно, как она лупит свои четверные, без нервов и лишних эмоций, Александра от своего теперь уже бывшего наставника ушла. Ну, да, я считаю, что это нормально, тренироваться у разных тренеров, вот. Вот как начиналась ее новая спортивная жизнь. 4 июня. Трусова приехала на сборы в Кисловодск и первые дни, пока ждала анализ на коронавирус, открывать двери номера могла только, чтобы забрать поднос с едой. Уважаемые гости, после окончания приема пищи оставляйте посуду и столовые приборы на стуле. Лето 2020-го, реалии карантинного большого спорта. База полностью изолирована от внешнего мира, но все, кто там находится, обязаны дважды в день измерять температуру. А это одно из первых занятий на льду. И рядом с Трусовой Сергей Розанов, с которым она несколько лет работала у Тутберидзе, и новый главный тренер Евгений Плющенко. Трусова – это большая ответственность. В то же время это большой кайф. Это даже, можно сказать, большой подарок. Большой подарок. Очень интересно двигаться с Сашей, но очень много нужно работать. К сборам в Кисловодске по ходу нашего фильма мы еще, конечно, вернемся. First and Lady World Junior Figure Skating Champion for 2018 from Russia, Alexandra Trusova. Будущая чемпионка родилась в тихой провинциальной Рязани в июне 2004 года в семье юристов.
Мама Светлана, папа Вячеслав. Он, кстати, еще и мастер спорта по 3 видам единоборств. Соответственно, с характером и силой воли в семье порядок. На каток, единственный в Рязани, к тренеру Ольге Шевцовой, Сашу отвели, когда ей только исполнилось 4 года. Девочка была, сразу видно, что способности есть, такая упертая, целеустремленная, трудолюбивая. Водил ее чаще всего папа. Я каталась, но папа за мной все время ходил прям в ботинках, в бахилах по льду. Потом его сменили мама с бабушкой, они сидели за бортом, смотрели, потому что без них мне не хотелось кататься. Сначала кататься не хотелось, потом пошло. И то, что из нее может вырасти чемпионка, вскоре стало понятно всем. В 2013 году, Александре тогда только исполнилось 9, родители решились на переезд в Москву. И основной аргумент переезда – это будущее дочери, потому что в Рязани ловить ей было нечего. 2 года она откаталась в группе Александра Волкова, который уже в первом сезоне заложил ей отличную техническую базу. Все тройные и 3-3 нестабильно. 3-3 это тулуп-тулуп или что-то более серьезное? Самый, наверное, хороший был рид-тулуп у меня, ну и луз-тулуп иногда. Кто отвлекся, внимание, все 5 тройных Трусова освоила уже в 10 лет. Это круто. Вроде бы все основания работать с тренером Волковым дальше. Но именно в этот момент Александра и ее родители принимают решение, что нужно быстрее идти вперед. И она проходит отбор в группу Этери Тутберидзе. Да, хотела перейти, потому что там было много уже чемпионок. Вот, и потому что очень сильный тренерский штаб, мне хотелось пробовать там. Но опять плечо завалило. Вот понимаешь, даже луц, в принципе, был нормально. Вот с этим заваленным плечом, и ты на заднице. Ну, проходи туда. Это наша съемка весны 2016 года. В группу Тутберидзе Трусова пришла накануне чемпионата мира, на котором уверенно победит Евгения Медведева. Сразу тянешься. Сразу сюда тянешься. Комфортно было общаться, мы с ней жили в Новогорске, вот, и... Ну, сначала, конечно, стеснялась к ним подойти, но потом они сами начали разговаривать и уже просто, как разговаривали, как просто, не как будто она выиграла столько всего. Всегда общались со всеми, не только я с Женей общалась, со всеми мы всегда хорошо общались. И Аня, Алена, Полина Цурская была. Сначала Трусова будет просто учиться, работать, не задавая лишних вопросов. Но пройдет всего 1 год, и Александре станет скучно прыгать одни только тройные. И именно ее, Сашкина энергия, запустит в эволюции фигурного катания новый виток. Саш, чья была инициатива прыгнуть еще больше? Моя. Ну, то есть это вы попросили тренеров, чтобы вас стали учить четверным? Да. Этери Георгиевна, конечно, я сказала, потому что, она главный тренер, я ей сказала. И какая была ее реакция? Сначала нет, потом посмотрим, потом давай попробуем тройной аксель, но он у меня не получался какое-то время. И мы решили попробовать сначала четверной, потом тройной аксель. Я смотрю детей, например, давай попробуем четверной. У них есть страх. Или попробуем 3,5, есть страх. У нее нет страха, она не боится. То есть она не боится шлепнуться, она не боится упасть. Она как бультерьер идет на атаку. Это качество потрясающее. Но что же все-таки подтолкнуло Александру Трусову к уходу из чемпионской группы Этери Тутберидзе? Сама спортсменка говорит, что решение зрело и что оно пришло не за 1 день. Ее карьера шла по нарастающей. Медали, рекорды – все было идеально до нынешнего сезона, по ходу которого Трусова проиграла все 3 турнира с участием сильнейших спортсменок мира, по факту сильнейших спортсменок группы Этери Тутберидзе. Алена Косторная и Анна Щербакова меняли друг друга на верхней ступени пьедестала, Александра Трусова всегда оставалась только 3-й. И каждую произвольную программу она падала. Мне не столько 3-е место, сколько я ни разу не сделала свою программу. Вот это обидно, и я расстраивалась. При этом во второй половине сезона между спортсменкой и тренерами постоянно возникала дискуссия, включать ли в программу тройной аксель и, самое главное, сколько заявлять четверных. На финале я настояла, чтобы было и аксель, и 5 четверных.
не все получилось. И после этого на отборочные соревнования мне убрали один четверной и аксель в короткой. Я сначала была против, но в день уже соревнований согласилась, потому что это как бы отборочные, и я решила, что надо отобраться, а дальше опять вставлять. Но на чемпионате Европы опять настояли тренеры, чтобы я откатала чисто с тремя, но все равно нет. Здесь внимание, смотрим на ситуацию со стороны. Спортсмен хочет прыгать больше, тренер не уверен, что спортсмен справится и сокращает количество сверхсложных элементов. Вроде бы все логично, но есть один нюанс. Может быть, все дело в том, что в отношении Трусовой, которая уже перевернула представление о женском фигурном катании, это очевидное правило просто не работает. Да, я всегда хотела прыгать, а меня останавливали, и это не первый год. Я всегда хотела, чтобы было больше. Ну, в том году это было, в прошлом это было 3, самое большое, в этом году 5. Такие спортсмены рождаются не каждый день. Спортсмены, которые задают планку в фигурном катании это многооборотные прыжки. Трусова, она как раз была рождена, чтобы в фигурном катании задрать эту планку в женском одиночном катании так высоко, как, наверное, далеко не каждый мужчина может допрыгнуть. Саша, ну в сухом остатке какой основной мотив, который привел вас к решению, к тому, что нужно поменять что-то в жизни, что нужно менять тренера, менять систему подготовки? Было много. Вот этот, потом, во-первых, почему-то я же почему-то не могу откатать чисто, поэтому мы решили, что надо попробовать еще где-то, попробовать у Евгения Викторовича, потому что он сам катался четверными, и, может быть, он знает, как это сделать, чтобы вот чисто катать. Именно каждый раз. Стабильно. Да, факт, в этом плане Плющенко был абсолютный монстр. На 4 Олимпиадах 8 прокатов. У него было только одно падение на прыжковых элементах в короткой программе Солт-Лейк-Сити. А дальше Турин, Ванкувер, Сочи, 6 безошибочных прокатов. Саш, финальное слово в выборе тренера было за вами или за родителями? Ну, всегда за мной. Я уже достаточно взрослая, чтобы сама понимать. Ну, обсуждали вместе с ними. Ну, раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Она очень сильная. Она реально сильная. Она делает работу. Мы позанимались общей физической подготовкой сейчас на сборах. Она такой бронепоезд. Марш! Да, она иногда психует сама на себя. Не получается, я должна сделать, но почему я должна сделать именно сегодня? У нас характеры где-то даже схожи именно по тренировочному процессу, по фигурному катанию. Сравним два каскада 4+3. Евгения Плющенко на Олимпиаде в Сочи и Александры Трусовой в декабрьском финале Гран-при. Рассматриваем, конечно, четверной. Исполнение чуть отличается. Плющенко и Трусова начинают закручиваться одновременно, но первый оборот, смотрите на положение корпуса, Евгений делает на 0,03 доли секунды быстрее. Запомните эти цифры, к ним мы еще вернемся. Чуть впереди Плющенко, и после исполнения второго и третьего оборотов скорость вращения в этот момент сумасшедшая, больше 6 оборотов в секунду. На последнем обороте Трусова максимальную скорость сохраняет, а Плющенко чуть замедляется. В итоге приземлятся фигуристы одновременно. 4 оборота, 0,729 доли секунды. Еще важные цифры. Так называемый коэффициент группировки. Отношение средней скорости к максимальной. Показатель класса фигуриста. 0,905. У обоих высочайший результат. И это только несколько из имеющих важнейшее значение 16 параметров исполнения многооборотных прыжков. Еще там есть ускорение толчка, длительность толчка, коэффициент амортизации и приземления и так далее. Сегодня фигурное катание, если, конечно, ты хочешь быть в топе, это наука. Это простая математика. Как ни странно, банальная математика и та биомеханика, которая доступна каждому тренеру, каждому спортсмену и даже большинству родителей, которые хорошо справляются с цифрами. А вот чтобы это все сложить в одном человеке, это уникально. У Саши Трусовой все сложилось. Первый в мире 2 четверных в одной программе Сальхов и Тулуп. Первый в мире четверной Луц.
первый в истории четверной флип. Все это мировые рекорды женского фигурного катания. Саша, о новых рекордах каких-то вы сейчас думаете? Или задача вот просто стабилизировать то, что у вас уже есть, было? Сначала хочу стабильно катать то, что есть, ну, потом, конечно, опять буду. «Хочу катать стабильно». Это, как вы слышали, и есть ее основной мотив. Разберем нюансы, незаметные со стороны. Техника у Саши совершенно не мишинская. Она широкая, она больше силовая, поэтому хочется сделать все прыжки именно техничные, именно по технике. Чтобы вообще спортсмен не думал, как бы силой прыгнуть, а именно быстро вкрутиться, не искать толчок, не искать удобства толчка, не искать удобства вообще прыжка, да, а именно вообще не думая заходить и работать только по технике. У нее прыжки есть затяг, а потом подтягиваются руки. И вот здесь-то как раз актуально наше сопоставление. Плющенко, который выше Трусовой на целую голову и в 2 с лишним раза тяжелее, входит в первый оборот намного быстрее. И не за счет силы, а именно за счет техники. Без всяких задержек. Сразу поворачиваться и сразу накручиваться и плотную держать группировку. Алексей Николаевич Мишина папа пришел однажды на тренировку к нам. Подзывает и говорит: Лущенко, Лущенко, ты очень медленно группируешься, ты очень медленно крутишься. Группировка должна быть молниеносной. Это у меня запомнилось и отложилось на всю мою жизнь. Команда Этери Тутберидзе болезненно приняла известие о том, что Трусова уходит. И чувство большого тренера, безусловно, понятно. Это очень непросто переживать ситуацию, когда от тебя уходит ученик, которого ты сделал звездой. Общественное мнение в такой ситуации всегда на стороне тренера. Это тоже объяснимо, мол, что этот неблагодарный себе позволяет. Безусловно, все это так. Но есть один момент. Люди, далекие от профессионального спорта, просто не задумываются о том, что у тренера, если что-то не получится с одним учеником, всегда есть шанс, что будет успех с другим. Это правда жизни, реальность. А у спортсмена жизнь и карьера одна, и у него возможности что-то исправить, изменить не будет. Вот тебе и вся история. Слушайте, а скажите, как ваше отношение к Этери Георгиевне изменилось? Вот как тренеру, как человеку. Насколько я понимаю, уважение у вас в душе осталось полное? Да, конечно, мне ничего не поменялось. Я просто решаю, что надо пробовать разное. То есть... Егор, смотри! Смотри, Егор, у меня получается! Оставим ненадолго фигурное катание. Жизнь нашей героини за пределами льда особым разнообразием не отличается, что, собственно, абсолютная норма для профессионального спортсмена, даже юного. С 3 класса Александра на домашнем обучении учится дистанционно. Саша, про вас говорят, что вы любите детективы читать. А какие в основном? Современные? Нет, я люблю Агату Кристи, детективы читаю там разные. Не только. Фэнтези люблю и детектив. И сейчас книжку Мишина читаю. Мишина Алексея Николаевича? Да. Компьютерными играми суперзвезда мирового фигурного катания особо не интересуется. Ведет свои странички в соцсетях. Но в отличие от большинства конкуренток, в интернете она не живет. Слушайте, а вы все внимательно читаете, что там про вас в интернете пишут? Нет, я в интернете ничего не читаю практически. Это ваше личное решение или просто совет родителей? И мое, и совет родителей. Много и хорошего, и плохого, и то не очень хорошо читать. Александра старшая в многодетной семье, у нее 2 младших брата. Когда родителей нет, они меня слушаются и делают там то, что я говорю. А когда, конечно, родители, они хулиганы. Теперь сделаем планку. Скаемся на локти. Весной во время вынужденной изоляции братья помогали сестренке поддерживать форму. Я с братьями и мультики смотрю, и мы на каруселях катаемся, разное я делаю. И вместо игрушек у меня теперь очень много собак. Ладно, на ручки! Сашины собаки, которыми она так гордится, ею честно заработаны. Все просто. Саша просила собаку, родители ставили перед ней задачу. Сказано – сделано.
Тина за двойной аксель была, Чхохла, а Лана за тройной. Будет. В каждом городе, куда Трусова приезжает на сборы или соревнования, обязательно идет в магазин для собак. В этом вопросе она эксперт, толк знает. Одежду собаки, платья, сумки для собаки, шлейки, поводочки, ошейнички, тапочки, носочки. Все. Ну, собаки одеты лучше, чем вы, да? У меня много одежды, но я хожу в спортивных костюмах чаще. А на собаках отрываюсь, они во всем у меня. В платьях всяких разных. Каждый день новый. О, Саша, а в каком городе мира лучший собачий магазин? В Каннах. Но там столько всего было. Это, не знаю. Она очень любит собак. Я тоже люблю собак. То есть мы здесь тоже сошлись. Вот и все. Июль 2020 года. Кисловодск. Понятно, что вокруг выбора Трусовой очень много разговоров. Основной аргумент противников – у Плющенко нет успешного опыта работы с суперзвездами. Пока нет. Но давайте вспомним Татьяну Анатольевну Тарасову, например. Смогла бы она подняться до своего абсолютного величия, если бы в 74-м к ней, молодому неопытному тренеру, не пришла в группу пара чемпионов Роднина Зайцев. Впоследствии под руководством Тарасовой они выиграли 2 Олимпиады. Пример из недавнего прошлого — Олег Васильев. В начале тренерской карьеры не хватал звезд с неба, но к нему решились прийти Татьмянин и Маринин и стали олимпийскими чемпионами. А это Нина Михайловна Мозер. За 4 года до Олимпиады в Сочи тренер, ничем глобальным себя не проявивший. Но на домашних играх 2014 ее пары занимают сразу 2 верхние ступени пьедестала. И сегодня Мозер супер востребованный в мире специалист. Задача ведь на самом деле перед каждым спортсменом всего одна – найти своего тренера. Плющенко тренировался у Мишина всю жизнь. Ягудину, чтобы раскрыться и засверкать, пришлось уйти от Мишина к Татьяне Тарасовой. А Артуру Гачинскому, пошедшему по тому же маршруту 15 годами позже, Татьяна Анатольевна ничего существенного дать не смогла. Поэтому тут уж как сложится, никто не знает. First and winner of the gold medal, representing Russia. En première place et gagnante de la médaille d'or, représentant la Russie, Alexandra Trusova. Мне все говорят, ну вот ты взял спортсмена или спортсмен к тебе перешел, и сейчас будет все просто. Такого не бывает. Мы очень много работаем над скольжением, над катанием, над артистичностью, в общем-то, чего не хватало. И все это знают, и все и спортсмены это понимают. Сашка, она действительно работяга, она труженица. Она хочет сделать 5 четверных прыжков, у нее есть задача, у нее есть цель. Обязательно 3,5 оборота аксель. И, конечно, новые образы. Дай бог, все получится. В новом сезоне соревнования будут. Я думаю, что мы в правильном ключе идем. Как все сложится, покажет время. Александра Трусова сделала свой выбор и идет вперед с абсолютно искренней благодарностью в душе ко всем своим предыдущим тренерам, но не оглядываясь назад. Она идет только вперед. Thank you.